Сейчас посмотрела «Шнейштурм». Да. Вот, только сейчас закончила, прям вот под впечатлением нахожусь. То есть мне очень понравилось, конечно, Андрей вообще мастер своего дела. Я перечитала специально историю, даже аудиокнигу послушала, очень хорошую нашла в это Apple Podcasts. То есть он так четко передал историю, то есть я понимаю, что он так работает, да, что он прям идет как по повести, да, то есть он все так четко передал, что я думаю, даже люди, которые не читали, все, в принципе, очень понятно. Мне было интересно, как он концовку развернет, да, то есть как это все. И мне еще показалось, что твой персонаж, конечно, он сделал более уверенной в себе, то есть такая она, да, барышня с характером. Мне казалось, что она в повести, что может более такая, ну, как сказать, типичная барышня того времени, скажем так, не очень самостоятельная, да, то есть которая хочет, но сильно боится, а ты прям такая там, как сказать, в начале первой сцены с Джоной, да, то есть ты радуешься, в себе нет этого страха, который я почувствовала, когда я читала повесть, когда что они там долго обсуждали планы побега, она была не уверена, она очень переживала, что не увидит родителей, то есть это, безусловно, тоже присутствует, но не в такой мере, да, там, как вот я в повести это увидела. Он хотел, чтобы немного была другая, нежели у Пушкина, что не такая прям, что типа более современная, значит, более такая с характером, да. Да, со своим характером, со своими какими-то идеями, да, то есть не настолько под влиянием семьи и вот этими страхами, да, которые как бы, ну, в то время присутствовали, да, то есть это был один путь для всех, правильный. Да. Но он вот хотел, что она, естественно, переживала по поводу побега, да, и как родители отреагируют, но что она более, так, знаешь, игриво к этому относилась, что типа, когда Владимир ей говорит, вот мы убежим, мы там с тобой в церковь пойдем, она так, ой, да ладно, не фантазируй, пойдем, да, знаешь, типа. И вообще так много тоже и как бы и смешных, комичных моментов, да, и при этом немножко такие creepy, да, то есть вот этот момент. Там мне очень понравилось, как Джона вообще вышел на сцену с крыши, слез, да, так упал комично перед тобой, перед твоими ногами. То есть это символично тоже, да, то есть он падает перед тобой, к твоим ногам. А потом эта сцена, когда тебя съедает простынь, и это такое creepy вообще представление для меня, то есть какой-то кошмар реально из самых ужасных кошмаров, да, когда ты не можешь двигаться, и вообще так, ну как бы вот много всяких интересных моментов, и то, что вот этот шар, который ты делаешь с самого начала, как такой лейтмотив через всю весь и он меняет постоянно, то есть не меняет, а влияет на ситуации, то есть ты как бы сама выходишь, да, из этой зоны комфорта, ну, то есть меняешь. Вот он именно это и хотел, что вот эта метель, она как бы... Да, то есть такой рок, знаешь, судьбы. Это метель. Вот. Которую ты сама типа вызвала, да, то есть ты на это повлияла, чего у Пушкина, конечно, тоже нет. Да. То есть как будто тебе нужно было что-то извне, да, чтобы поменять ход событий, да? Да. Очень интересно. То есть он вам много рассказывал, как бы, про героев, или вы сами все читали и как-то пытались... Естественно, да, он рассказывал, но я сама читала, Джона тоже сам читал, ну, нам распечатали эту повесть, все читали. Ну как, кто-то читал, кто-то не читал, конечно, но... Не, он, в принципе, рассказывал, но он, в принципе, все сделал точно так же, но вот он хотел, чтобы чуть-чуть было по-другому, чем у Пушкина. Что мне интересно было у тебя узнать, мы об этом не говорили в прошлой встрече, как вот я смотрю, вот как снимают, да, сейчас же там какой-то крутой Emmy nominated, то есть режиссер, да, то есть это не просто как раньше кто-то записывает для архива, да, а именно вот профессионал, чуть ли не режиссер фильмов, да, который снимает, и вот как с ним, у вас есть какая-то с ним interaction, то есть в плане
Вы Нет, да, нет, Андрей с ним разговаривал перед, то есть он рассказывал вообще, у нас был как две репетиции сценические, они сидели в зале, он знакомился с спектаклем, у нас там 5 камер, по-моему, было, и вот они уже начали 2 репетиции, они примерно записывали, наверное, пробовали, да, шоты, как все это будет смотреться. Но мне кажется, что, конечно, все равно очень тяжело балету работать на камеру, потому что все равно это не фильм, знаешь, это поставлено, да, на сцене, чтобы зритель видел все, что происходит. Все-таки на камеру, потому что они делали какие-то приближения, и очень много моментов они упускали. То есть Да, хореографию половины не видно. А Андрей, он сам по себе такой, мне кажется, знаешь, он делает, например, хореографию для соло, да, или дуэта, и он делает какие-то ключевые моменты движения, что вот для него они самые важные. Он над ними много работает, и вот иногда было, что они не хватает этот момент, и мне кажется, уже вообще все теряются. свои какие-то особенности, они все равно видят немного, да, по-другому, как они хотят, да, в итоге. Но ты как бы не чувствовала, да, ты не знаешь, в какой момент камера снимает издалека, то есть она подъезжает к тебе, то есть ты, в принципе, чувствуешь, когда танцуешь, что камера сейчас Нет, близко. мы не видели вообще, они в зале расположены камеры, мы вообще не знали, в какой момент они что снимают, и что тоже интересно, потому что ты понимаешь, что ты вообще ни секунды не можешь выключиться, знаешь, ты по полной программе работаешь Лицо, вообще да, вблизи, может быть, да, да. да. Каждую секунду, каждый момент ты все стараешься отыграть, быть, даже если тебя не снимают, но а вдруг? А вдруг, да, с какой стороны, да? Да, да, да. Потому что есть вот эти моменты, где я стою в начале спектакля, где бал, и я прям стояла и думала, что вот если я сейчас выключусь из спектакля, это же видно будет, а меня как раз приближали, и я понимаю, что хорошо, что я каждый момент что-то о чем-то думала. Да, 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 да. Да, да, Все-таки по-другому, да, если ты знаешь, что у тебя только публика, она сидит в зале, да, 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 и ты знаешь перспективу как бы публики всегда. да. Все равно, конечно, когда ты работаешь на публику, когда ты знаешь, что перед тобой зритель сидит, ты много черт лиц, да, не видно, особенно с лож, Да, и ты играешь больше, то есть у нас это макияж более яркий, например, да, и ты танцуешь, пытаешься более ярко отыгрывать все. Сейчас, конечно, мы прям работали непосредственно, что нас снимает камера, не надо было театральных жестов, знаешь, не нужно. То есть все было натурально, всё как в кино, только без слов. да, да, Интересно. точно. Но Андрей это присутствует, поэтому его балеты, конечно, смотреть интереснее, там, чем Да, какие-то классические балеты, да, потому что это настолько, то есть, ну, вот это вот, из то, что и папа был в кино, да, то есть и актеры, и режиссеры, все-таки чувствуется это влияние. А ты когда последний раз на публику танцевала, то есть на живую? Когда у тебя был последний спектакль с живой публикой, ты помнишь? ой, когда у меня был последний спектакль с живой публикой? В Цюрихе, когда мы премьеру танцевали, Мэтчин. То есть, да, у тебя же была огромная пауза, да, получается, из-за декрета. То есть, это получается, октябрь, по-моему, октябрь 19 года. Да, да, До пандемии, да, до пандемии было, да. То есть для тебя это уже normal life, да, то есть это normal reality. да, Танцуешь на камеру. да, да. Ну, конечно, это не то. Мы просто все готовимся к тому, что, да, у нас лайвстрим, то ты работаешь по-другому, да, на камеру работаем, но вот в конце спектакля такое прям опустошение, что ты, знаешь, мы выходим, сами себе хлопаем, но потому что обычно ты отдаешь до зрителя, зритель возвращает тебе в конце, Да. а тут так, Непонятно, да, потому что реакции публики разные всегда, и иногда больше, там прям с ума сходят, да. да, и тебя это настолько подпитывает, и все равно ты чувствуешь, ты когда на сцене, когда зритель в зале, ты чувствуешь эту энергию, знаешь, какая-то перед тобой такая энергическая Обмен. стена, да,
тепло аж чувствуешь, а тут как-то прям холодно, знаешь. То есть вроде спектакль, а вроде репетиции, ты не понимаешь. Похоже, да, на генеральную, да, или там даже на генеральной раньше была публика, сейчас, конечно, да, на просто на репетицию обычно, да. Ясно. А вас тестируют каждый день или как это происходит вообще, вот именно новые эти правила все? Ну, вообще каждые 2 недели, но вот перед премьерой нас, по-моему, каждую неделю тестировали. То есть не каждый, потому что я слышала, что это чуть ли не каждый день, то есть, ну, это, конечно, вот эти быстрые тесты, знаешь, но... Да, то есть, да. Ясно, ясно. То есть абсолютно новая жизнь, которая не хочет заканчиваться вообще.